Ну что, я в Мустанге, и у нас тут вот есть, смотрите, какие. 2 болванки ключа и ключ. Но просто так же его не записать. Я погуглил, посмотрел, сколько в округе стоит. Вот. Так вот, с выездом они где-то просят 175, кто-то $150 просит за выезд и сделать только записать ключ и без гарантии. Но я что сделал? Я сделал лучше. Я заказал себе, вот что приобрел себе сканер. Во-первых, хороший сканер с возможностью записывать ключи. Вот он сканер, называется X-Tool 100. Во-первых, он обладает нормальными диагностическими способностями, не то что обычные ОБД-сканеры. Плюс здесь еще есть модуль для записи ключей. Сейчас все будем проверять, как это работает. Сканирование никаких критических ошибок не выявило. Были какие-то старые ошибки по аудиосистеме и панели управления. Battery voltage. Что-то там, наверное, батарейка отключалась. Батарею снимали. Ну, посмотрим. Но что нас больше всего интересует, это, конечно же, запись вот этих вот ключей. Здесь есть отдельный модуль, был в комплекте, KC100 называется. Сейчас мы его подключим. Давайте пробовать перезаписывать ключи. У нас есть вот обычный ключ и болваночки. У нас здесь есть так, диагностика и иммобилайзер. Он должен считать пин-коды. Почему-то какой-то китайский оно нашло. Чангфенг, я не туда нажал. Ford выбираем. Так, нужно включить. Turn on the hazard lights. Нужно включить. О, нашло. Turn the ignition on. У нас включено. Наверное, вообще, походу, эта штука вообще не нужна. Положите ключ в handbox under the cup holder. В кап-холдере есть штучка для программации. Вот, берем раз, кладем туда его. Окей. Двери закрылись, двери открылись. Key programming successful. The number of key is 3. Вообще-то 2. Вот. Теперь мы можем... Давайте проверим, как он работает. To program next one. Так давайте сразу все запрограммируем, в принципе. У нас есть еще один. Все? Так просто. И за вот это с меня хотели взять $175. Ну, понятно, что стоит это все не время, а умение, техника. Это вообще сканер дорогой. Так, ну что, вот один ключ, багажник. И есть. Теперь второй. Раз, два. Все работает. В общем, сканер оказался очень полезным. Ссылочку на него я оставлю, конечно же, в описании, если вам нужно будет. Не дешевый, но так-то оно и так. Ну и получается, если вам нужны ключи, программация ключей, вы можете писать мне, если вы находитесь в Нью-Йорке, в Нью-Джерси. Пишите мне, здесь куча разных марок, моделей. Все можно запрограммировать. Есть вот эта штука. Сделаю вам за намного дешевле, чем вот я только что вам сказал. Прогреваем Мустанга. Сейчас отправляемся на мойку. Он уезжает на выходные. Пока что он не уехал надолго. Вот. Но он не уехал надолго, потому что я поставил, что на 24 апреля у меня последний день плейтов. 24 апреля. А дилер, который мне обещал, конечно же, он мне обещал очень быстро, мы тебе сделаем все. Придут тебе номера за неделю. Не пришли номера за неделю. Намыть его, он внутри чистый. Сейчас... Что сейчас? А сейчас нужно поехать подкачаться, помыть. И вот он через 4 часа уже уезжает. Так что едем качаться. Я вчера на нем прокатился. Так, посмотрел после замены датчика. Вроде все нормально с этими холостыми оборотами. Зачем я еще один взял? Наверное, его придется вернуть назад. Я не знаю, что там происходило, почему они плавали. Напишите, подскажите, может, вы знаете. Я не эксперт в этих автомобилях, но я еще вчера ездил еще один, смотрел автомобиль такой же, только кабриолет. Но оказался он немножечко дороговат, и история у него была не очень, поэтому я даже этого не снимал. А зря. Черный такой был прикольный. Будем искать в округе. Нужно расширяться, покупать еще автомобили. Надо добить хотя бы до 10 в течение нескольких ближайшего месяца-двух, потому что, это несерьезно. Надо быть серьезным, как я. Подписывайтесь на канал. Ребята, подогревает меня ваши комментарии, активность, подписки, все
очень appreciated. Very much appreciated. Поехали мыться. Так, ну что, давайте отмоем немножечко машину. Вернее, как мы очистим. Почему-то на мойках сумасшедшие очереди. Не знаю, что тут приближается. Пасха приближается. Как бы и все, тут ничего особо. Ну как бы и все, тут пару минут все готово. Так, ну чё, сегодня перед Пасхой какие новогодние, пасхальные, какие-то выходные, все хотят машину помыть. А мне сеньоры даже вот тайр шайном намазаны, на нее сейчас налипнет всякого говна, всякой пыльцы. Ладно, все, отфоткиваем, красота. Ну, машина, блин, сейчас все и в салон полетит, да ё-моё. Цвет балдежный, еще бы, я синий видел еще кайфовый. Ладно, давайте отфоткивать, что я тут стою, поехали. Так, внутри еще раз, стекло, потолок еще. Вот забрал Теслу после 2-недельного трипа. Немножко так вот, смотрите, подзасрано. Ну, грязненькая, но ничего страшного. Это чисто решается пылесошением. Сейчас уезжаем. Сейчас давайте зачекаутим. Так, проехал он, пишем, 54 342. Проехал он 1447 миль. Но это за 2 недели. Многовато. Вот он зарешался на $157. Сейф. А нет. Мы ему еще добавим тикет за парковку. Вроде норм все было. Рейд 3 поставим ему 5. Спасибо. Спасибо, что он мне поставил 5. Поехали. Поехали домой. У меня уже 61 трип надкатан на всех машинах. А вот это вот, смотрите, какие веселые новости. Это мой Prius. Я вижу четко, смотрите, не знаю, видно ли вам, но мне очень четко виден отпечаток ноги, который впечатался в дверь. Вот так вот, блядь. Вот так вот въехала нога и помяла мне здесь дверь. Ну, что я могу сказать? Нормально, давайте посмотрим, может еще с другой стороны что-то есть. Раз уж с одной присадили, может и присадили и с другой стороны. Ага. Нормально живем, ребята. Ну, что ж. Ну, выглядит оно неплохо, в смысле, выглядит оно не очень. И выгибаться оно, наверное, ее можно было, наверное, отпдэрить, но... Ясно. Класс. Так, видите елочку? Ага, а что это значит? А это значит, что машина вернулась из черного гетто с 5-дневного трипа и привезла мне smoking violation. Они постарались очистить, но у них ничего не получилось. Я нашел все подтедениями, все там чики-пуки. Рассказываю вам, как надо правильно репортить. Находите все, иногда отказывают, но вам нужно найти пепел и показать, что это пепел. А как показать, что это пепел? Вы берете палец, вот что я вам палец-то показываю. Берете пепелинку, которую вы находите, фоткаете пепелинку, а потом размазываете ее пальцем и еще раз фоткаете эту пепелину. Так, ну она мне $40 привезла штрафа, я ее просил, запаркуй на сторону пятницы. Она запарковала на сторону вторника. Сегодня вторник, очистка улиц. $40 штрафа. И я, скорее всего, с этим ничего не могу сделать. Но зато $150 оно купит нам. Так, сейчас нужно купить масло в эту машину, а завтра она уезжает с Александром на завтра на месяц. Не знаю. Как раз через 1000 миль замена масла. Может быть, попросить Александра, чтобы он поменял масло. По-братски. Потому что он Александр и мне звонил. И узнавал, как все это устроено.
Все, поехали за маслом. Нам еще сегодня много чего предстоит. Вот смотрите. Вы видите, даже на камере видно. Вот эти следы нужно заполировать. Я купил набор для полировки. И еще много чего. Тут прям много магазинов, в которых мы сейчас будем закупаться. Так, я купил вот такой вот набор для полировки окон, стекол. Его нужно сейчас быстренько все сделать. Вроде здесь все довольно просто. На дрельку одеваем вот эту вещицу. Какой стороной одевается она? Надо... Кто читает инструкции? Какой дурак читает инструкцию? Так, черный налеплять сюда нужно, значит. Раз. Так, теперь дальше читаем. Давайте почитаем все-таки инструкцию для проформы. Вот это вот все, значит, это вся инструкция. Говорит, соберите и полируйте. Вот и все, блин. Инструкция нам дала очень быстро. Собрать насадку, помыть стекло, нанести полироль, полировать. Если полирует плохо, добавить еще полироли, либо воды. Сейчас будем пробовать. Здесь царапины такие небольшие, что даже их не цепляет этот ноготь. Значит, должно быть все чики-пуки. No, just polish the glass. Предлагают мне починить мне дверь. Мне дверь не надо чинить. Я сам, что хочешь, починю. Сейчас проверим. Но греется? Не греется. Давайте водички капнем. What kind of stuff is that? Clean the windshield. Yeah, there was scratched with wipers. Oh. I'm polishing it. Oh, okay, but you get it from over here? You buy it over here and then... No. On Amazon. Oh, okay. Like this one. Windscreen polishing kit. А что, все что ли? Это так все легко содралось? Это мне кажется, что нет. Так, пока непонятно. Пока что непонятно. Ну ладно, давай еще полирнем. Вот спустя 5 минут уже надо постараться, чтобы его рассмотреть. Надо еще разочек пройтись, потому что отсюда уже не видно вообще. Рано радовался я. Осталось чуть-чуть еще след. Надо будет потом дополировать, потому что села дрель. В общем, оно работает. Но я не уверен, работает ли оно. Надо тщательнее нужно работать, я понял. То есть нужно сильнее жать и дольше все это полировать. Не так, как я. Вот. В следующий раз уже сделаем по-людски. Все, поехали ставить машину. Сегодня много забот. Уезжает Tesla, уезжает Ford на месяц, уезжает Prius на месяц. Я уже Ford с Prius'ом подготовил, уже жду товарища на Форде. За это время мы сейчас... Я уже поснимал колпаки со всей Теслы. И мы сейчас будем фиксить все царапины, чтобы реанимировать наш источник заработка с поцарапанных дисков. Так, для этого нам понадобится стульчик, дрелька и flap discs. Я не знаю, как они называются. По-русски 80. Надо со 120 начинать 80. Ага, а здесь все 80. Ну ладно. Возьмем 80-очкой, самые большие царапины снимем 80-кой, а потом шлифанем уже вручную остальными. И запшикаем. Я взял еще... Я в прошлый раз баллончиком просто брызгал. Баллончиком не очень получилось, оно быстро облазит. Я еще взял взял праймер, грунтовку. Сейчас будем делать. Как говорят американцы, safety first. Safety first. Ну что-то они разваливаются, эти очки. Да, не треснутые, ну ладно, для наших задач пойдет. Это лучше делать, я такие поршни. Так, все, я приноровился, как это делать. Это довольно быстро. Фу. Вот, прошло, не знаю, что-то около часа, наверное, прошло, может, чуть больше. Вот стульчик, вообще, ребята, обалдежный, зедличек такой. На все случаи жизни, на съемки такие беру. Короче, все 4 колеса. Вот это на самом деле оказалась какая-то шляпа. Проще просто руками сделать и быстрее. 120, 220 и 360. Я пропылесосил,
прочистил. Самое ужасное, оно, конечно же, с этой стороны еще более-менее, там в 2 местах. Самое ужасное, конечно, вот этот. Passenger side, задняя правая, получается, ее всегда цепляют. И оно прямо в сильных таких рытвинах. Не знаю, вот это вот поможет ли. Ну, оно, наверное, скроет чуть-чуть. Это вот, как ее называют-то? Праймер. Забываю русский, I'm sorry. И, короче, сейчас поедем мыть, помоемся. Как раз оно помоет диски. Потом я нанесу и праймер, и все остальное. Поехали. Вот немножко дрочево, и все пошло. С праймером очень неплохо уже смотрится. С праймером скрываются все эти маленькие царапины, которые были недочищены. Вот, я уже покрасил. Вот это запраймлено. Вот здесь тоже запраймлено. Одну я уже полностью сделал. Всего лишь один раз покрыл лаком. И да все. Да тут уже можно спокойно $150, по $200 за каждого нового любителя поцарапать обода. Вот. Особенно страдал вот этот, поэтому я его полностью все перекрасил. Вот сейчас вот приедут за Приусом, но, блин, ну неприятно, да, когда у вас на районе какая-то чучело, какая-то чучело с ноги входит. Вот. Конечно, можно было бы заняться. У меня там соседка под соседкой камеры есть. Но вы представляете, кого это искать? Кого найдешь, с кого потом какие убытки взыскать? Никакие, понятно. Так, ну что, я отоварил номера на свой автомобиль, потому что истекала регистрация. Дилер опять мудила, не прислал их вовремя. То есть мне пришлось самому за ними ехать. Или я бы сидел бы без регистрации просроченной, потому что завтра она заканчивается и завтра уезжает в трип. Я поехал, еще получил стикер получил. Техосмотра на 2 года, все чеки-пуки. Если вы проходите техосмотр в Нью-Джерси, там ничего особо там вам не нужно нового. Просто ошибок нет. Если батарея недавно снималась или вы скидывали ошибки, нужно проехаться какое-то время, ну, грубо говоря, миль 100 накатать, чтобы компьютер получил связь со всеми блоками. Потому что вы получите бумажечку о том, что у вас нету блока, нету связи с блоком, и поедете еще раз. Вот. Все. Ford завтра или послезавтра уезжает практически на 2 недели. Вот. Все, чики-брики. Катались на нем вот эти черти, которые мне сожгли тормоза задние. Надо сейчас подтянуть ручник. Ручник не работает хорошо толком. Ладно, поехали. Так, ну и что, как-то заитожимся. Все мы отмыли, все машины уехали. Я буду без машин, получается. Вообще, у меня не будет вообще ничего. У меня будет вон велосипед из аренды вернули. Если вам нужен в аренду велосипед, вы тоже все можете. Я все в аренду сдаю. Я вам все сдам в аренду, все, что у меня есть. Вот. Очень хорошо. Сейчас много букингов, все машины заняты. Вот. Нормально. Начинаем раскручиваться. В следующей серии вы уже увидите, как я купил еще 2 машины. Поэтому подписывайтесь, чтобы не пропускать новые выпуски. Все, будем заканчивать. Подписывайтесь. Много людей смотрит без подписки. До следующей серии с новыми нашими приключениями на работе в Туро.